меня начался очередной недельный отпуск, и пришло время уходить с острова Самос. Погода сейчас в Эгейском море очень ветреная, что немножко пугает. Вот, и сейчас я хотел сначала зайти в порт Пифагориона, заправить воды, потому что один танк водяной у меня закончился, то есть 50% воды я израсходовал после того, как ушел из марины. Но в связи с такой плохой погодой мест в порту нету. Поэтому, видимо, надо идти в сторону Наксоса, посмотреть все-таки на спот на Наксосе. Не знаю, какая будет погода. Есть по пути ближайший остров, на котором я могу спрятаться в какой-то бухте. А дальше уже после этого острова только уже пилить до Наксоса. Но опять-таки еще раз скажу, погода очень сложная. Вот эти 2 дня еще более-менее, то есть 30 узлов. То есть пока ветер по Бафорту 6-7 баллов. До бури еще не доходит. 8 это гейл уже. Буря. Вот, то есть погода сейчас на грани гейл. 6-7 по Бафорту. Вот, поэтому что делать? Надо двигаться на Наксос, поэтому сейчас, значит, у меня 50% воды осталось, значит, так и пойду, значит, где-то уже на Наксосе буду потом в порту Наксоса, видимо, заправлять воду. Сегодня была еще такая история, у меня же было все разобрано оборудование, то есть у меня парус был, а ветер с утра идет не прекращаясь, постоянно 25-30 узлов. И я все никак не мог убрать парус, потому что его как-то надо сложить, и чтобы ничего у тебя не улетело в море и не порвался парус. Поэтому складывал я его, наверное, часа 1,5, постепенно, осторожно его растягивая, поворачивая, вытаскивая разные запчасти постепенно. И потом уже на последнем этапе я просто вот это окошко спрей-худа я просто открыл и просто сюда все бросил поскорей. И тут уже потом все раскладывал. Сегодня где-то 5-6 это еще нормально, а вот выходные, начиная с пятницы, могут быть очень сильные, очень большое усиление ветра, которое, видим, я буду уже переживать на Наксосе. Ну что ж, так что пожелайте мне удачи, чтобы ничего мне не порвалось, не поломалось. Буду сейчас собираться и выдвигаться вот в том направлении. Я в штилевой зоне. Тут ветра нет, закрыто все вот этими горами, островом Самос. Но вот там уже впереди на горизонте я уже вижу, барашки начинают появляться. Буквально, видимо, вот за этим мысом сейчас будет ветер. Готовимся. Ну что, комфортный яхтинг закончился. Иду острым курсом к ветру. Вымпельный ветер достигает 30 узлов. Волна. В общем, вся красота яхтинга.
Опа, а что это горизонт завален? В общем, я добрался до намеченного острова. Название не помню. Это безлюдный. Бросил ехать в одиночестве. Это безлюдная абсолютно какая-то бухта. Ну, вот здесь у меня дальше варианты. Либо пережидать все шторма тут, либо опять, как сегодня, прорываться дальше на Наксос. Сейлинг сегодня был что надо.
В общем, шел я со скоростью почти 8 узлов. Вымпельный ветер достигал 30 узлов. Истинный, получается, был где-то 20-22. Ну да, и 8 узлов моей скорости. Да, вот так. Ладно, отдохнем, читаем погоду, посмотрим что-то как. Вот такая безлюдная бухточка. Там пасека наверху, что ли. Успел до заката. Солнце садится. Проводим этот день чашкой ароматного капучино и кексиком. Устал. Немножко веревочки подергал. В основном, конечно, сидел, ничего не делал. Просто следил, не разыграется ли буря. Но вроде нормально все было. Больше 24 узлов, наверное, ветер не поднимался. А выпильный вот до 30 доходил. 31 даже. Шел острым курсом, и к волне тоже остро, но не поперек, а нормально под углом. Ну ничего, иногда брызги залетали. Сейчас там главное надо решить, когда двигаться дальше. Потому что впереди дня 2-3 будет уже точно буря. То ли здесь я зависну на несколько дней, то ли надо идти ночью, пока ветра нет. Не знаю, сейчас буду думать. Овцы блеют, тут овцы кругом гуляют. Этот остров настолько безлюдный, что тут даже нет связи. Думал, сейчас запощу что-нибудь в Инстаграм. А интернета-то нету. Ладно. Сейчас самое главное. А что, правда, как я без интернета прогноз посмотрю. Ну ладно, у меня есть Naftix. Там есть раз в сутки погоду присылают на Naftix. Текстовые сообщения. Ну ладно, будем разбираться. Что тебе? Темнота. Потому что я иду в ночь. Сейчас не пойду на ветер, а то там вы ничего не услышите. Не знаю, что-нибудь вот там, чего-нибудь да видно. Тут где-то лунная дорожка ведь есть. Вот сзади меня лунная дорожка. Ну ладно, тогда я кратко, потому что все равно ничего не видно. В общем, вышел ночь, чтобы ближе к Наксу добраться, пока не начались ураганы. Пока иду комфортно, галфвинд, выпильный ветер 18, истинный где-то 24, 23, где-то так. Вот, иду комфортно, почти вот с волны скатываюсь, волна почти попутная. В общем, спокойненько, 6 с небольшим узлов иду. До ближайшей земли у меня переход
Он, в общем, в 7 утра должен прийти. Ночь. Переход. Ветра нет. Кончился. Иду под мотором. Хочу кофе. Вот до чего техника дошла. Смотрите, что у меня. Чудо! Ночная смена закончилась. Солнце встает. Я на фоне солнышка. Наксос, восточный берег. Мы его обходим сейчас с севера и нам нужен западный берег. Чуть-чуть не вырезался по ветру. Пришлось включить мотор. Но правда ветра-то у нас... да ветра-то нету. 10 метров. Ой, 10 метров. 10 узлов. Ветер. Да, ветра-то и нету. Ну что, почти дошел. Сейчас обогнем его и там будем искать, где будем дальше стоять. Итак, я дошел до Наксоса. Это Наксос, а там вот через пролив Парос. В общем, очень мне повезло с этим переходом. Погода была очень легкая. И ночью я очень хорошо шел. Первый участок, который я шел, наверное, был самый сложный. Я резался под 50 градусов. Была сильная волна. Это там переход между Икарией и Самосом. Там на какой-то островочек. Я через него маршрут проложил на случай, если будет буря, чтобы там можно было на этом островке в бухте укрыться. Вот, и дошел я до этого островка. Ночь, смотрю, такая вроде спокойная, бури нету. Ну, ветер, может, там 24 узла такой, в общем, нормальный. Луна светит, светло. Ну вот, я решил идти дальше, потому что остров был вообще безлюдный, только овцы там гуляли какие-то, никого не было, маленькая бухта. Я так подумал, а что я тут время буду терять, а вдруг завтра начнутся какие-нибудь ураганы, и я тут зависну в этой безлюдной бухте какой-то. В общем, я пошел в ночь. Ночь вообще была очень прекрасная. Я шел под 60 градусов, то есть нормальный такой острый курс. Без проблем. Вот. И волна тоже, я шел вдоль волны. В общем, всю дорогу я шел прекрасно, никакой жести не было. Особенно ночь. Ночь вообще была спокойная. Иногда я шел под мотором, иногда ветер так скисал, иногда поднимался. Ну, в общем, он больше 20 узлов ветер не поднимался. Я на этих 20 узлах под углом 60 к ветру я разгонялся до 8, ну, до 7,5-8 узлов. Ну, а потом что-то ветер скисал, я включал двигатель, потом он опять начинал раздувать, я опять ставил паруса, то их рифил, то обратно разрифливал. Ну, в общем, заняться было чем. Руки болят. Вот так прекрасно. Ну, ночью я не спал, конечно. Но зато я на Наксосе. Вы спросите, а почему я на Наксосе? Потому что это следующий яхт-виндсерф-спот, который я буду, ну, по крайней мере, надеюсь, что я покатаюсь там. Вот, и сделаю такой же обзорчик, как про Самос. Самое главное, я хотел, как и белый человек, зайти сначала в Наксос Марину и там денек постоять, отоспаться, взять машину в прокат, прокатиться по Наксосу, но там, естественно, никаких мест нет.
Они там сказали, подождите где-нибудь до вечера там на якоре, а потом, может быть, места будут. В общем, я зашел, заправился у них водой, полные танки залил, все, и пошел дальше. Думаю, ну это ждать там, родят они, не родят эти места. В общем, все. Вот виндсерф спот где-то вот здесь. Вот видите, мы сейчас в проливе, здесь есть волна, а вот за этим выступом там видно, что там волны нет. И вот спот где-то вот здесь виндсерф. Сейчас я его буду искать. А где-то чуть-чуть дальше, вот туда, там кайтинг. Сегодня стою вот так. Качает. Ветер порядка 25 узлов. Вот так выглядит море. Вся романтика якорной жизни. О, сегодня тут у нас раскочегарилось море, ветер. Ой, так хорошо спится. Ветер качает. Если бы еще не бахал нос у вас, вот подпрыгивает на волне нос и бахает. В общем, 30-очку сейчас дует. Вот так вот выглядит море. Сколько же все-таки пользы от инвертора на лодке? Во-первых, я совершенно не пользуюсь газом.
То есть я готовлю на индукционной плите одноконфорочной, ну еще вот кофемашина и тостер. А еще у меня постоянно включен бойлер. И у меня все время есть горячая вода. Ну не все время включен, днем. И у меня все время есть горячая вода. Как правильно закрепить парус на палубе во время якорной стоянки? Тут главное, кроме горизонтального положения, чтобы твердые части снаряжения не касались гель-коуда, не взаимодействовали ни при каких условиях. И наоборот, твердые части лодки не взаимодействовали со снаряжением. То есть вы должны это закрепить так. Ну, естественно, он должен быть неподвижный парус. И чтобы, когда его колышет или даже очень сильно трепещет ветер, чтобы этих взаимодействий не происходило. Вот давайте сейчас вместе проведем инспекцию, как у меня закреплен парус, и обращу ваше внимание на основные места, где происходит взаимодействие. Итак, мы видим лату. Лата лежит на лере. Ну, в принципе, не трется, просто лежит. Это нормально. Здесь у нас гик висит в воздухе, тоже ни обо что не трется. Здесь лата упирается, если будет трепыхаться, в веревку. Это тоже нормально. Здесь я натянул веревку, чтобы парус не касался выступающих частей на палубе. Так, здесь такая же у нас веревка натянута, и поэтому здесь лата тоже висит и не касается корпуса лодки, ни обо что не трется. Здесь у нас варитоп, он завязан за ванту. Если у вас нет варитопа, тогда нужно будет здесь как-то, чтобы он висел, топ висел в воздухе, чтобы ни обо что не терся. Здесь мачта вот так упирается в веревки сверху и снизу. Ну, в принципе, если жестко закреплено и она не трется от них, то нормально. Но если будет тереться, тогда нужно будет что-то прокладывать, какой-нибудь поролончик, чтобы стирался поролончик, а не протирала веревка парус, мачт-карман. Здесь вот также закреплена мачта вот таким образом. И несколько шлагов веревки я намотал, чтобы она тоже ни обо что не билась, не терлась. Ну вот, в принципе, все. Вот здесь видите, рипстоп я наложил. Это сначала я натягивал вот эти веревки, и парус терся о ролик, который на палубе закреплен, и протерся до дырочки. Вот, поэтому важно, чтобы никаким образом ничто не терлось, ни обо что не билось, не взаимодействовал никак.